Привет, с тобой Аня Аксенова, сексолог, психолог семейных отношений, преподаватель тантры. Я тебе сейчас расскажу, для чего нужен гедонистический потенциал и для чего это вообще такое. Ну вот смотри, нашу способность воспринимать наслаждение, то есть гедонистические импульсы, точнее импульсы внешней среды, и обрабатывать их определенным образом. Да, их же не только надо почувствовать, но и воспринять как некое удовольствие, потому что смотри, твой любимый может погладить тебе руку, и ты воспримешь это как что-то невероятно приятное, и по твоему телу пробежит волна блаженства. Если какой-то другой человек в метро прикоснется таким же образом к твоей руке, скорее всего, ты не испытаешь приятных ощущений, либо наоборот, тебе будет это неприятно. Почему? Потому что твой мозг обработал этот же самый сигнал как неприятный. Так вот, фокус в том, чтобы научиться определенные сигналы обрабатывать в гедонистическом русле как приятные, как сигналы, дающие нам наслаждение. Далее, зачем нам увеличивать свой гедонистический резервуар? Вот представь себе, что у какого-то человека есть стакан, и мы начинаем заполнять этот стакан жидкостью. Мы можем вылить туда целое ведро воды в этот стакан, но в стакане все равно будет ровно стакан воды, ни капли больше. Но если этот человек возьмет ведро, в это ведро мы можем налить уже гораздо больше, много-много таких стаканов, согласись. То есть мы можем увеличить объем принимаемого нами наслаждения. И в этом заключается такой вот упрощенный смысл наших занятий. Увеличивать твой резервуар для того, чтобы ты смогла испытывать наслаждение большего объема. И для этого мы работаем с силой и выносливостью нервных окончаний, со способностью нервной системы проводить сильные импульсы, со способностью мозга воспринимать их как гедонистические и его способностью отдавать обратный ответ всему телу. Сверху на это на все будет ложиться работа с твоими установками по поводу секса, по поводу своей сексуальности с травматичным опытом. Но эти процессы будут как бы проходить одновременно у нас с тобой. И главное, что ты должна понимать, нельзя стремиться сделать все в короткий срок, потому что перегруз нервной системы чреват большим откатом назад. Когда нервная система получает жесткий перегруз, она закрывается, она говорит: не-не-не, подожди, делай паузу, давай-ка мы обратно, здесь опасно, я не люблю такие резкие перемены, я буду им сопротивляться. Вот чтобы обойти это сопротивление бессознательного, важно идти маленькими шагами постепенно и совершенствовать твой навык получать наслаждение, вместе с тем попутно отрабатывать твой травматичный опыт, отрабатывать твои установки, совершенствовать твою пластику. Вот такая вот большая и красивая перед нами с тобой стоит задача. Еще раз приглашаю тебя на свой проект «Танцевальная тантра» или на индивидуальные консультации для проработки каких-то твоих сексуальных проблем.